Добрый день, друзья! Давай проверим, насколько ты умен и эрудирован. Далее будут подобраны 10 вопросов, которые затрагивают школьную программу. Тест имеет варианты ответов и наполнен полезной информацией. Прокачай свой мозг, интеллект и разум. Если готовы, тогда начнем. Как называются воображаемые линии, соединяющие северный и южный полюса? Меридиан – применяемый в географии и астрономии термин, обозначающий половину линии сечения поверхности плоскостью, проходящей через ось вращения или симметрии между северным и южным полюсами. К северу и югу от экватора вдоль географического меридиана отсчитывается географическая широта. Как называется самое высокое положение Солнца над горизонтом? Зенит – высшая точка Солнца на небе над нашей головой. Понятие этого слова можно понять из его этимологии – путь над головой, то есть когда лучи с неба падают вертикально вниз. Солнце в зените бывает дважды в год, в это время оно находится в самой высокой точке неба. Эти дни называются днями летнего и зимнего солнцестояния. Как называются источники, выбрасывающие высоко в воздух горячую воду и пар? Гейзер – горячий источник, периодически выбрасывающий фонтаны горячей воды и пара под давлением. Гейзеры являются одним из проявлений поздних стадий вулканизма, распространены в областях современной вулканической деятельности. Различают регулярные и нерегулярные гейзеры. У первых продолжительность цикла в целом и его отдельных стадий почти постоянна, у вторых изменчива. У разных гейзеров продолжительность отдельных стадий измеряется минутами и десятками минут, стадия покоя длится от нескольких минут до нескольких часов или дней. Как называется выступающая часть суши, с трех сторон окруженная водой? Полуостров – часть суши, омываемая водой с трех сторон, морем, озером, рекой, а четвертой примыкающая к материку острову. Форма полуостровов может быть различной. Некоторые полуострова отделяются от остального массива суши суженными перешейками. Например, перешейком между материком и полуостровом, Чевыркуйский перешеек, или перешейком, разделяющим два водоема, перешеек Малакки разделяет Андаманское море и Сиамский залив Южно-Китайского моря. Как называются сезонные ветры, меняющие направление дважды в год? Муссоны – устойчивые ветры, периодически меняющие свое направление. Летом дуют с океана, зимой с суши. Свойственны тропическим областям и некоторым приморским странам умеренного пояса, Дальний Восток. Муссонный климат характеризуется повышенной влажностью в летний период. Какой из материков омывается 4 океанами? Евразия – это огромный материк. Он занимает треть суши и омывается 4 океанами. Половина населения проживает именно в Евразии. Основная часть материка лежит полностью в северном полушарии, а мелкие острова в южном. Уральские горы разделяют его на Европу и Азию. Со стороны Северного полюса материк омывает Северный Ледовитый океан, на юге Индийский, Атлантический океан омывает западную часть материка, а на востоке расположен Тихий океан. В атласах выделяется также Южный океан, но он омывает только Антарктиду. В какое озеро впадает 336 рек? Байкал
Озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири, самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды и самое большое по площади пресноводное озеро на континенте. По данным исследований Черского, 19 век, в Байкал впадало 336 рек и ручьев, и это число учитывало только постоянные притоки. Из озера вытекает только одна река – Ангара. Какое государство можно проехать на метро? Метро Сингапура – самый удобный вид транспорта. Есть подземное и наземное. Поезда работают без машинистов. Станции объявляют на 4 языках. Сингапур можно из конца в конец проехать на метро. Территория этой страны вытянута с севера на юг на 23 километра, с запада на восток на 42 километра. Общая протяженность линии метро 67 километров. Какая пустыня расположена в южном полушарии? Атакама находится в Южной Америке на севере Чили и граничит на западе с Тихим океаном, на севере с Перу и на востоке с Боливией и Аргентиной. Пустыня Атакама считается самой сухой пустыней Земли. Некоторые метеостанции в Атакаме никогда не регистрировали дождь. Есть факты того, что существенных осадков в Атакаме не было с 1570 по 1971 годы. В этой пустыне зарегистрирована самая низкая влажность воздуха – 0%. В какой стране находится город Шлиссельбург? Шлиссельбург – город в России, в Кировском районе Ленинградской области. Административный центр и единственный населенный пункт Шлиссельбургского городского поселения. Город расположен в центральной части района на левом берегу Невы у Ладожского озера, в 24 километрах к востоку от Санкт-Петербурга, в 5 километрах к северу от Кировска. Население составляет 13 170 человек, данные на 2010 год. В городе расположена крепость Орешек, филиал Музея истории Санкт-Петербурга. Ну что же, давайте подводить итоги. На сколько вопросов смогли ответить? Ваш результат пишите в комментариях. Не забывайте поставить лайк и подписаться. Этим вы помогаете развитию канала. Давайте развиваться вместе.